Всем привет! Вы на канале Pars Wool. В этом ролике мы вяжем простой красивый свитер. Мы вяжем регланом сверху, вывяжем воротник с отворотом, ложную кетлевку. Дальше у нас идет реглан, азиатский росток с подрезами, свободный крой и широкий рукав. На свитере простой интересный узор. Мы вяжем на размер 42-44, ширина изделия 50 см, длина 57 см. Вяжем из пряжи Gazal Alpaca Air, расход 7 мотков. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Мы будем вязать из пряжи Gazal Alpaca Air на 50 грамм 150 метров в составе полиамид, мериносовая шерсть Superwash и Baby Alpaca. Пряжа очень мягкая, очень нежная и теплая. Посмотрите, как красиво переливаются меланжевые оттенки. Пряжа самостоятельная, то есть красиво ложится в лицевой глади, но мы будем вязать простым узором. Будем вязать на спицах номер 5, как рекомендует производитель. Мой цвет номер 74. Начало вязания одинаково для всех размеров. Начинаем вязание с ворота обычным способом на спице номер 5. Набираем 70 петель. Туго петли не затягивайте. Набрали 70 петель, плюс одну петлю набираем для замыкания вязания в круг. Соединяем вязание, следим за тем, чтобы косичка наборного ряда вся смотрела в центр круга, нигде не перекручивалась. Снимаем петлю с левой спицы, накидываем на нее петлю с правой спицы и затягиваем нашу соединительную петлю. И теперь мы разворачиваемся, будем вязать другую сторону. Первую петлю снимаю, нить увожу назад, и здесь будет начало ряда. Начинаем вязание резинкой 1 на 1, 1 петля лицевая, 1 петля изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. Все петли в этом ряду провязываю за передние стенки, чтобы они не скрещивались. В следующих рядах над лицевыми вяжем лицевые за передние стенки, над изнаночными изнаночные за задние. Формируем резинку 1 на 1 и всего провяжем 40 рядов резиночкой. После того, как провязали нужное нам количество рядов, мы начинаем формирование ложной кетлевки. Повесим маркер начала ряда. В первом ряду нам надо удвоить наши петли. Делаем это следующим образом. Провязываем лицевую, делаем накид на себя. Изнаночную снова провязываем лицевой, накид на себя. Лицевая, накид на себя. Таким образом довязываем до конца ряда. 1 лицевая, 1 накид. Не забудьте сделать накид в конце ряда перед маркером начала ряда. Во втором ряду мы будем лицевые переснимать нить за работой. Наши накиды провязывать скрещенной изнаночной, то есть изнаночную за переднюю стенку. Лицевую переснимаем, провязываем изнаночную за переднюю стенку. Так вяжем до конца ряда. Лицевые переснимаем нить за работой, накиды провязываем изнаночными. В следующем ряду лицевые провязываем, изнаночные переснимаем нить перед работой. Снова провязываем лицевую, изнаночную переснимаем. Так вяжем до конца ряда. Лицевые провязываем, изнаночные переснимаем. В следующем ряду ложной кетлевки мы лицевые переснимаем нить за работой, изнаночные провязываем. Лицевую переснимаем, изнаночная обычная. Лицевую переснимаем, изнаночную провязываем за заднюю стенку. В следующем ряду ложной кетлевки мы снова лицевые провязываем, изнаночные переснимаем нить перед работой. И еще один ряд. Лицевые переснимаем нить за работой, изнаночные провязываем. Довязываем так ряд до конца. И на этом мы закончим формирование ложной кетлевки. Теперь нам надо уменьшить наше количество петель вдвое. Мы разворачиваем лицевую, провязываем ее вместе со следующей петлей лицевой.
Лицевую разворачиваем, провязываем вместе со следующей за задние стенки. Таким образом мы снова вернемся к нашим 70 петлям. После этого распределим все наши петли на регланные линии. Вот наша горловина, 70 петель. Выделяем по одной петле на регланные линии. Вычитаем из 74, остается 66 петель. Делим это число на 3. Одна часть на спинку, одна часть наперед и одна часть пополам на рукава. 22 пополам 11. Значит, здесь на рукава 11 петель, на спинку и перед по 22 петли. Но для узора нам надо, чтобы количество петель было кратно 3 для каждой части. Поэтому из рукавов я вычитаю 2 петли, здесь остается 9, прибавляю их к спинке, 24. И здесь то же самое, 9 петель и 24. Провяжем один ряд лицевыми, развешивая маркеры по нашей схеме. Начало ряда у нас вот здесь на рукаве, прямо перед регланной линией спинки. После маркера начала ряда мы провязываем одну петлю регланной линии, лицевая, повесим маркер, отличный от маркера начала ряда, отделяющий регланную линию. После регланной линии мы провязываем 24 петли спинки. Вяжем все петли лицевыми в этом ряду. Провязали 24 петли, далее у нас идет одна петля регланной линии. Выделим ее маркерами. Одна лицевая и второй маркер. Далее у нас идут 9 петель рукава. Провязываем 9 лицевых. И снова регланная петля. Выделяем ее маркерами с двух сторон. Далее провязываем 24 петли переда. Снова у нас идет регланная петля. Выделяем ее маркерами. И довязываем оставшиеся 9 петель рукава. Начиная со следующего ряда, мы будем делать прибавки вокруг регланных линий. Такие прибавки будем делать через ряд. После маркера начала ряда мы провязываем одну лицевую регланной линии, она у нас всегда неизменна. И после нее мы делаем прибавку, накидываем протяжку от себя, провязываем лицевой за заднюю стенку. Далее начинаем формирование нашего узора. Делаем накид от себя, провязываем 2 лицевые и накидываем накид на 2 этих провязанные петли. Одна лицевая – это наш раппорт, состоящий из 3 петель. Делаем накид, провязываем 2 лицевые, накидываем накид на эти 2 петли, 1 лицевая. Накид от себя, 2 лицевые, перекидываем накид и 1 лицевая. Довязываем таким образом до конца спинки. В конце спинки накид от себя, 2 лицевые, перекидываем накид, 1 лицевая. Перед маркером регланной линии у нас всегда прибавка лицевой с наклоном вправо. Накидываем протяжку на себя, провязываем лицевой за переднюю стенку. Далее 1 петля регланной линии. После регланной петли протяжку накидываем от себя, провязываем лицевой за заднюю стенку. Получилась петля с наклоном влево. Такие прибавки делаем вокруг каждой регланной линии. Далее у нас начинается наш рукав, и мы вывязываем его тем же узором, что и спинку. Накид от себя, 2 лицевые, перекидываем накид, 1 лицевая. Накид от себя, 2 лицевые, накидываем накид на эти провязанные петли, 1 лицевая. Перед маркером регланной линии у нас снова прибавка, лицевой с наклоном вправо. Далее 1 лицевая регланной линии. После маркера прибавка лицевой с наклоном влево. Протяжку вяжем здесь за заднюю стенку.
Далее мы вяжем петли переда нашим же узором. Накид, 2 лицевые, перекидываем накид, 1 лицевая. Довязываем петли переда. Перед маркером регланной линии делаем прибавку лицевой с наклоном вправо. Далее маркер, регланная петля и маркер. Прибавка лицевой с наклоном влево. Провязываем петли рукава нашим узором. В конце рукава 1 лицевая, и перед маркером начала ряда не забываем сделать прибавку лицевой с наклоном вправо. Следующий ряд мы провязываем без прибавок. Все петли будем вязать лицевыми по кругу. Прибавки будем делать через ряд. Один ряд с прибавками и с перекидами, один ряд просто вяжем лицевыми. В следующем ряду у нас снова прибавки. Провязываем регланную петлю. После маркера прибавка лицевой с наклоном влево. Накидываем протяжку от себя, провязываем лицевой за заднюю стенку. Далее петли вяжем нашим узором. Делаем накид от себя. Провязываем 2 лицевые, перекидываем накид и 1 лицевая. Продолжаем вязать петли спинки нашим узором. Накид, 2 лицевые, перекидываем накид, 1 лицевая. И вот посмотрите, накиды у нас формируются в шахматном порядке. Довязываем петли спинки. В конце спинки у нас накид, 2 лицевые, перекидываем накид и делаем прибавку из протяжки лицевой с наклоном вправо. Далее 1 петля регланной линии, маркер и прибавка лицевой с наклоном влево. Петли рукава также провязываем нашим узором, делаем накид, 2 лицевые, перекидываем накид и 1 лицевая. Довязываем ряд до конца, делая прибавки вокруг регланных линий. И не забывайте сделать прибавку перед маркером начала ряда. Следующий ряд у нас без прибавок и без перекидов. Просто все петли провязываем лицевыми по кругу. И снова у нас ряд с прибавками. После регланной петли делаем прибавку лицевой с наклоном влево. Далее начинаем наш узор. Накид, 2 лицевые, перекидываем накид, 1 лицевая. Узор наш самостоятельно ложится в шахматном порядке. Делаем прибавки вокруг каждой регланной линии. Сначала лицевую с наклоном вправо, затем маркер, 1 лицевая регланной линии, маркер и лицевая с наклоном влево. Следующий ряд мы снова вяжем лицевыми, в следующем у нас снова прибавки. Итак, чередуя ряды, мы будем вязать на нужную нам высоту регланной линии. Как минимум, длина регланной линии для взрослого должна быть около 20 см. Как нам вообще определить правильную длину регланной линии? Для этого мы обращаемся к нашей плотности. В 1 сантиметре у меня 1,7 петли. Умножаем обхват груди 90 см на нашу плотность 1,7. Получаем 153 петли. Это минимальное количество на спинку и перед, то есть по 76,5 петель. Возьмем значение 76. И вот пока на спинке и на переде не будет по 76 петель, мы не останавливаемся в вязании регланной линии. Сейчас у меня на спинке как раз 76 петель, и мы будем формировать азиатский росток, работая только с петлями спинки. Будем вязать поворотными рядами. Я все еще на спицах 40 сантиметров. Для удобства вы можете перейти на более длинные спицы. Мне просто удобнее так, когда все петли находятся рядом. И прежде чем перейти на формирование азиатского ростка, убедитесь, что мы заканчиваем провязывать все петли лицевыми. То есть нам надо закончить с тем рядом по узору, где у нас все петли вяжутся лицевыми. Провязываем все петли по кругу.
И в следующем ряду начинаем формирование азиатского ростка. Провязываем все петли спинки по узору. По мере прибавления петель для подрезов мы будем включать их в наш узор. Вот эту регланную петлю нам тоже надо включить в узор. Смотрим так, чтобы перекиды наши продолжали идти в шахматном порядке. Дальше они сами уже не будут так ложиться, потому что мы перестали прибавлять петли вдоль регланных линий. По узору у меня сейчас должен быть накид. Далее 2 лицевые. Перекидываем накид на 2 провязанные петли и 1 лицевая. Далее продолжаем вязать петли спинки нашим узором. Вяжем до маркера окончания спинки. Я довязываю ряд. Здесь у меня лицевая, накид, 2 лицевые. Перекидываем накид. Убираем маркер, отделяющий регланную линию спинки. Провязываю эту петлю. Этот маркер нам тоже уже не понадобится. И нам надо добрать в конце ряда 2 петли. Вот таким образом накручиваем петельки на спицу. Затягиваем потуже. И разворачиваемся. Здесь петли переда и рукавов можно переснять на дополнительную спицу, но я буду продолжать вязать так. Развернулись. Работаем сейчас мы только с петлями спинки. Первую петлю нам надо аккуратно переснять. Далее все петли провязываем изнаночными. Вяжем за переднюю стенку, чтобы они не скрещивались. И вяжем так до начала спинки, то есть до маркера начала ряда. Все петли провязываем изнаночными. Я довязала петли спинки до конца, до маркера начала ряда. И здесь мы тоже добираем 2 петли. Точно так же накручиваем первую и вторую. Разворачиваемся. Первую петлю аккуратно снимаем. Следующую, которую мы набирали, провязываем лицевой. И далее нам надо смотреть по нашему узору, как у нас идут петли, чтобы нам вновь формировать наши протяжки в шахматном порядке. Провязываю лицевую, далее делаю накид, 2 лицевые, перекидываем накид, 1 лицевая, далее вяжем по узору до конца спинки. В конце спинки лицевая, накид, 2 лицевые, перекид и 2 лицевые. И вновь добираем 2 петли. Всего мы провяжем 8 рядов азиатского ростка и, соответственно, доберем по 8 петель с каждой стороны. Разворачиваемся. Первую петлю аккуратно снимаем. Далее вяжем все петли изнаночными. И в конце ряда вновь добираем 2 петли. Далее вяжем таким же образом. Всего провяжем 8 рядов нашего азиатского ростка. В лицевых рядах включаем петли в узор. Изнаночные провязываем изнаночными. После того, как провязали 8 рядов нашего ростка, у нас получается вот такой росток и вот такой подрез сформировался. Вяжем 9 ряд лицевой. Также попутно включаем петли в наш узор. В конце 9 ряда прибавки 2 петель мы уже не делаем. Закончили формирование азиатского ростка и сейчас будем соединять перед и спинку. Петли рукава переснимаем на дополнительную спицу. Вы можете взять любые круговые спицы меньшего размера или такого же. Просто переснимаем все петли. После того, как переместили петли на дополнительные спицы, рукав убираем в сторону и соединяем спинку и перед. Регланную линию тоже
оставляем на нашей основной части, на теле свитера. Провязываем петли переда, формируя наш узор в шахматном порядке. Если вот здесь идет какое-то несоответствие петель вместе соединения переда и спинки, мы это все подкорректируем в следующих рядах. Вяжем петли переда по нашему узору. Дошли до второго рукава. Регланную линию тоже переносим наперед, провязываем эту петлю. Петли второго рукава также переснимаем на дополнительную спицу. Перенесли петли рукава, соединяем перед со спинкой. Сейчас у нас идет ряд лицевых петель. Все петли провязываем лицевыми по кругу. Провязали ряд лицевыми. Сейчас у нас на спицах 172 петли, а нам нужно количество петель кратное 3, чтобы наш узор формировался в шахматном порядке. Поэтому первые 2 петли мы провязываем вместе лицевой. И далее уже формируем наш узорчик. Получается, в первом ряду у нас 1 лицевая, далее накид, 2 лицевые, перекид. Так довязываем ряд. Затем ряд лицевыми. И в следующем ряду мы начинаем ряд с накида, 2 лицевые, перекид, далее 1 лицевая. И так вяжем до конца ряда. И снова ряд лицевых. Чередуя эти ряды, мы вяжем на нужную нам высоту тела свитера. Длину свитера вы можете регулировать в процессе примерки. На мой рост 159 сантиметров я провязала 50 рядов. Мы должны закончить низ свитера рядом лицевых петель. После этого мы переходим на вязание резинкой 1 на 1, 1 лицевая, 1 изнаночная. Всего провяжем 8 рядов резиночкой. Так как у нас нечетное количество петель на спицах, последние 2 петли в первом ряду я провяжу вместе. Продолжаем формировать резинку. Над лицевыми вяжем лицевые, над изнаночными изнаночные. Вяжем так на нужную нам длину. Закрываем низ свитера, провязывая петли по узору и накидывая на эту петлю предыдущую. Перед нами лицевая, вяжем лицевую, накидываем на нее предыдущую. Вяжем изнаночную, накидываем предыдущую. Туго петли не затягивайте. Такое закрытие петель получается слегка эластичным. После того, как закончили тело свитера, мы переходим к рукавам. Находим серединку нашего подреза, подводим рабочую нить, вводим спицу в петлю и вытягиваем петлю нашей рабочей нитью. Далее в соседнюю петлю, рядом. Таким образом добираем петли из подрезов для рукава. Какого-то правила по добору петель из подрезов нет. Главное, чтобы между петлями не оставалось большого расстояния. Если даже остаются какие-то дырочки, то мы их потом затянем просто ниткой и иголкой. С одной стороны подреза у меня набралось 6 петель. Далее мы провязываем петли с нашей дополнительной спицы, вяжем по узору. Смотрим, где у нас должен быть накид. И провязываем петли с дополнительной спицы. После этого добираем петли из второй половинки нашего подреза. Всего на спицах у меня сейчас 75 петель. И опять же, количество петель должно быть кратно 3 для формирования нашего узора в шахматном порядке. Повесим маркер начала ряда и вяжем всю длину рукава без убавок, чередуя наш узор в шахматном порядке, точно так же, как мы делали на теле свитера. Длину рукава также регулируем в процессе примерки. Я провязала 82 ряда и закончили ряд лицевыми петлями. Перед формированием манжета нам надо уменьшить количество петель. Будем провязывать 2 петли вместе лицевой, 1 изнаночную, снова 2 вместе лицевой, 1 изнаночная.
конце ряда на спицах у нас останется 50 петель. После этого мы провяжем резинкой 1 на 1 еще 7 рядов. Формируем манжет и закрываем петли точно так же, как мы закрывали низ свитера. Провязываем лицевую, далее изнаночную, накидываем на нее предыдущую. Лицевая, накидываем предыдущую. Изнаночная, накидываем предыдущую. Закрываем так все петли до конца ряда и аналогично вывязываем второй рукав. Наш свитер готов. Отправляем его на ВТО. Стираем машинки на режиме ручной стирки, сушим на горизонтальной поверхности в расправленном виде. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Будем вязать вместе.